Хорошо, значит маг. Что за маг? Почему именно вот такая карта, именно в таком виде, в такой картинке? Дело в том, что я работаю достаточно давно, больше 10 лет одной колодой. Эта колода отличный, великолепный клон колоды Артура Уэйта. Называется Universal Weight Tarot. То есть, в принципе, это то самое это то самое Таро Райдера Уэйта, да, только оно в таком чуть более современном варианте, да, чуть более яркий, там есть тени более или менее, то есть, ну, скажем так, колода переделана с учетом современных возможностей полиграфии. Оригинальная колода Уэйта, она сделана под полиграфию 1910 года, это уже современная, более качественная, можно больше оттенков цвета передать, поэтому я работал 10 лет этой колодой, только в последний год перешел на новую колоду, тоже клон Уэйта, в общем, я такой яркий представитель школы Уэйта, скажем так. Поэтому всем советую именно эту колоду и рассматриваю, в принципе, в общем и целом, значение именно по этой колоде. То есть отталкиваемся мы с вами от Уэйта, почему, что и как, почему именно Уэйт, почему не Кроули, не Мазерс, либо там еще там какие-нибудь столпы, отцы, основатели Таро. Это все есть в моих лекциях общих по Таро. Если интересно, есть на канале, поищите. Я отталкиваюсь от Уэйта, мне близка его, скажем так, идеология. Давайте, знаете, что сделаем чуть музычку потише, фоновую, да, все-таки сегодня разговорный эфир, хотя когда было по-другому у нас, да. Будем отталкиваться от Уэйта просто потому, что я приверженец школы Уэйта. Само собой, сначала мы с вами берем описание по Уэйту. В общем и целом, что автор хотел нам сказать этой, скажем так, картой. Если брать его слова буквально, то перед нами юноша в одеяниях мага, ликом подобный Аполлону, с уверенной улыбкой на устах и блеском в очах. Над головой у него мистический знак Святого Духа, знак жизни в виде бесконечной ленты, которую образует лежащую восьмерку. Очень интересная трактовка самого Уэйта. Дело в том, что вот тот самый знак, о котором речь идет, да, та самая мистическая восьмерка, это знак бесконечности или лимниската, которая, в принципе, значит, скажем так, если в общем и целом, очень так в общем, да, очень общо, знак перерождения и бесконечности жизни души, да, то есть она постоянно кочует и движется, да, ну это, скажем так, более современная трактовка этого символа. Можно сказать, что это символ перерождения, постоянного движения души по колесу, скажем так, фортуны, по колесу жизни, да, символ перерождения. Этот знак присутствует в 3 местах на колесе фортуны, то есть на колесе зодиака, да, то есть, собственно, мы с вами видим его на маге, впоследствии мы с вами будем его видеть на карте сила, да, вот, и она будет, это же самая лимниската, еще и присутствовать у нас, скажем так, в очень условном виде на карте умеренность. Явно ее там нет, но сам рисунок карты умеренность будет говорить об этой самой лимнискате. Что за лимниската такая? Если мы с вами обратим внимание более серьезно на одежду мага, мы с вами увидим вот этот самый пояс мага, да, змея, кусающая себя за хвост. В принципе, это и есть та самая восьмерка, просто перекрученная. Это символ постоянного вращения жизни в колесе вот этих самых перерождений, да, символика года, символика цикла. То есть это очень широкий образ, он не значит что-то одно, он скорее значит что-то повторяющееся из круга в круг, да, из года в год, из жизни в жизнь. Вот. Ну и само собой это символика развития, это символика движения по этому колесу все выше и выше и выше. Собственно, его талию опоясывает змея, кусающая себя за хвост. Вот та самая змея. То есть мы с вами видим змей, мы с вами видим символику перетекания из одного в то же самое. Правая рука мага с жезлом воздета к небесам, левая указывает вниз на землю.
Хорошо известный в наивысших степенях учрежденных мистерий, этот двойной жест символизирует нисхождение благодати, добродетели и света из верхнего мира в мир нижний. Что за символ, да? Что наверху, то и внизу, если вы помните такую символику, если вы помните такую фразу. Это фраза из... Так, у меня тут кот пытается помешать нашему эфиру. Самое главное, не дать ему залезть мне на голову. Кыш, кыш. Вернемся к символу. Я прошу прощения. Так, хорошо. Что наверху, то и внизу. Очень часто этот знак, этот символ связывают с Гермесом Трисмегистом, с тем великим триединым магом, да, которого очень часто считают изображенным на этой карте. Ну и в самом деле, все очень близко. Да? Во-первых, жест, о котором говорил тот же самый Гермес Трисмегист. Собственно, маг. Карта называется маг, да и значит она, в принципе, человека, занимающегося определенного рода магией, скажем так, да, если в общем и целом. Но почему это не только Гермес Трисмегист, и почему эту карту не стоит относить именно к Меркурию? Очень часто современные тарологи эту карту относят к Меркурию, потому как, ну как же, все понятно, жест, палочка, маг, это Гермес, Гермес значит Меркурий, ну все понятно, да? Логично. На самом деле нет. Я понимаю, что многие сейчас меня за это дело придадут астракизму, однако все-таки я считаю, что эта карта относится в большей мере к Марсу. Вот, скажем так, энергия очень похожа именно на энергию Марса. Заметьте, не Ареса, а Марса. Потому что есть разница. Она на первый взгляд не очень заметна, однако если мы берем, допустим, Ареса, это воплощение слепой ярости и воинской злости. Да? Это то, что мы всегда приписывали Марсу, но Марс это явление уже римское, более позднее, более цивилизованное, скажем так. И у древних римлян и у древних греков существовала еще одна богиня, которую звали Афина. И вот та самая Афина, она больше подходит к этой карте, чем нежели Марс и нежели, ну, скажем так, Меркурий меньше всего подходит к этой карте, если брать древнегреческих богов. Ну, об этом мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Сам жест, да, что наверху, то и внизу, он значит не только и не столько снисхождение добродетелей и света из верхнего мира в мир нижний, сколько само понимание того, что все, что одни и те же законы действуют как в макрокосмосе, так и на нашем уровне, так и в микрокосмосе, да. То есть, ну, скажем так, мы не будем вдаваться подробно в это, в значение этого символа, этого жеста. Однако, в общем и целом, он значит в самом деле, что вы берете некие идеи, которые работают сверху, и пытаетесь неким образом воплотить их в нашем мире, в нашей жизни. Да? Для этого у Марса и для этого у мага и существует вот тот самый стол-верстак с 4 стихиями, да, то есть мы с вами видим жезлы, кубки, пентакли и мечи, как символ того, что все 4 стихии на нашем материальном, то есть вот этом квадратном деревянном столе, это символ материального мира, воплощаются в виде чего-то реального. Да? То есть они тут присутствуют в виде своих символов. Дальше, что у нас идет у Уэйта? Таким образом, в образный строй всей карты заложена идея обладания духовными силами и дарованиями и их передачи. На столе перед магом, словно фишки некой игры, разложены представляющие природные стихии и символы 4 мастей Таро, которыми адепт распоряжается по своему усмотрению. Цветущие у его ног розы и лилии превратились в садовые цветы. Они служат наглядным примером благодатных результатов стремления к совершенству. То есть маг к чему-то стремится. Стремится он, как утверждает Уэйт, к совершенству. Для этого он берет некие идеи свыше и воплощает их через себя в нашем материальном мире. Вот, то есть он берет некую идею сверху и разворачивает ее с помощью стихий на нашем материальном уровне. Он воплощает то, что он хочет.
Да, то есть, в принципе, само ощущение того, что ты берешь где-то идею, у тебя зародилась некая мысль, ты понял что-то, ты захотел что-то осуществить, ты осуществляешь это, идешь к некой цели. Эта карта, продолжает Уэйт, означает божественное побуждение в человеке, который сам есть образ и подобие Бога, то есть что наверху, то и внизу, опять же, и проявление воли к освобождению от единства с тем, что вверху. То есть что такое маг? Это воплощение, во-первых, жизни, целеустремления и эго человека, которому он отделяет себя от Бога. Когда он хочет сделать что-то самостоятельно, лично, он как бы отделяет себя от Бога и говорит: так, вот то, что хочет Бог, вот то, что он делает, а вот это хочу я. Очень часто люди забывают, что считается, что, в принципе, все мы есть орудия Бога, да, то есть мы делаем то, что нам прописано божественной этой судьбой, как бы. Но есть еще и, скажем так, кроме судьбы вот этой божественной, есть еще и проявление воли. То есть во всех священных книгах написано, что создан человек по образу и подобию, однако дана ему свобода воли, свобода выбора, да, собственно, эта свобода выбора у нас с вами будет более ярко развернута еще и в карте влюбленные. Там Адам и Ева, райский сад, и вот эта свобода выбора между тем, что можно, и тем, что запрещено. Ну, об этом, опять же, позже. В принципе, это есть проявление воли к освобождению от единства с тем, что вверху. Кратко, это проявление воли. То есть маг — это и есть олицетворение вашего желания, вашей воли. Уже ближе к Марсу, да, то есть Марс-то, в принципе, и есть не просто воин. Воин, он что делает? Воин, он берет то, что ему хочется. Он силой забирает у человека то, что он хочет. Его землю, его скот, его добро, скажем так, да, то есть берет его себе, берет то, что он хочет, силой. Вот это грубая форма Марса. Более разумная, более аккуратная и, скажем так, осознанная форма хотения чего-то себе — это уже Афина. Об этом будем чуть-чуть позже. Афина, кстати, мудрая. Марс, если брать древнее отображение Марса, это Арес, древнегреческий. Вот там просто злой бог, который просто себе хотел чего-то, овеществление, скажем так, олицетворение злости и жажды чего-то. Жажда убийства, опять же, ну и прочее, прочее. Цельность индивидуального бытия на всех уровнях в наивысшем значении — это мышление в его предельно сконцентрированной форме. То есть это не просто действие, это мышление, это осмысленное действие. То есть что мы с вами видим на этой карте? Мы видим человека, который ощущает некую идею свыше, да, можно сказать, что ему в голову приходит идея, пока не сформированная. И он с помощью своих данных, своей личной силы, своей собственной воли перерабатывает эту идею и пытается ее с помощью стихий осуществить в материальном мире. Грубо говоря, что-то в голову пришло, захотелось, ты начинаешь думать, как это сделать. Почему он еще не делает? Он начинает это делать. Он только приступил, он планирует эти действия. Хорошо, то есть по описанию Уэйта мы видим примерно такую картину. Так, я забываю смотреть в чатик, там, наверное, что-то может... Ага. Почему все-таки маг, а не фокусник, как на средневековых Таро? Потому как, в принципе, в средние века особо не разделяли магию и фокусников. Дело в том, что фокусники для зрителей и были магами. Скажем так, маг и фокусник, по сути, это, ну, я бы не сказал, что это одно и то же. Так, что у нас там все видно, нормально? Смотрите, маг, он делает волшебство. Что делает фокусник? Фокусник создает иллюзию волшебства. Фокусник, я бы сказал, что это маг скорее перевернутый. Я думаю, что вы поняли, да? То есть это маг, который не является магом, он обманывает людей, выдавая ловкость рук за реальную магию. Вот. Реальный маг, он в самом деле что-то может, он в самом деле что-то умеет. Хорошо, движемся дальше. Символика. Собственно, теперь мы более подробно разберем символику. Маг, во-первых, хорошо знает, чего он хочет. То есть он взял эту высшую идею, как мы прочитали у Уэйта, осознал ее, осмыслил, прокрутил в голове, скажем так, и пытается осуществить в реальности, получить некие плоды своей идеи. Что за плоды? Это, собственно, вот реальное воплощение, некие цветы.
Цветы — это то, что происходит после того, как ты зерно идеи бросаешь в землю, на материальный мир, на материальный уровень. Осуществляешь, овеществляешь, скажем так, идею. Магом эта самая идея и движет. То есть овны, если мы будем связывать эту карту с Марсом, то как раз овны, они очень целеустремленные. Ими, как правило, и движут некие идеи. Да? Если им чего-то хочется, они тут же идут вперед, тут же пытаются сразу же сделать то, что им приходит в голову. Очень активные, быстрые люди. Это очень активный персонаж в воплощении материализации идей свыше, процесса перехода от идей к реальным действиям, к планированию. Слабые овны, да, не прокачанные, так скажем, они, ну как это сказать, они сразу берут и делают то, что им хочется, без всякого планирования. Разумный овен, он понимает, что если ты чего-то хочешь, ты должен быстренько продумать, проработать свои следующие действия и уже идти к этим самым действиям более реально. Овны бывают разные. Если вы не знали, то так оно и есть. То есть, в принципе, мы с вами в магии видим процесс перехода от каких-то несформированных идей к каким-то реальным действиям. То есть, собственно, планирование своих дальнейших активных действий, либо начальных действий. Одежда. Красный плащ, красный цвет, цвет Марса. Опять же, Овен — это его стилистика, его цветовая гамма. Можно сказать, что это и Меркурий тоже. Ну, окей, хорошо. Давайте условимся, что Меркурий в этой карте тоже может присутствовать, но только в плане не столько передачи идей. От Меркурия тут только передача идей и есть. А вот осуществление неких идей — это уже Марс. Марс, он действенный, Марс, он действует. Он понимает, чего он хочет, он вдохновляется идеей и пытается эту идею протолкнуть. А вот Меркурий, он просто передает эту идею. Поэтому Меркурий в этой карте есть только наполовину в виде передачи вот этой самой высшей божественной идеи. То, что приходит в голову. Некое желание, скажем так. А в древности считалось, что желаниями людей управляют боги. В принципе, если взять все истории про богов, да, мифы, то когда бог являлся к некому герою и говорил, что ему там нужно делать, древние примерно так и видели. Им казалось, что человек не может что-то захотеть сам, что его идеями, желаниями управляют боги, что если он злится, он хочет чего-то себе, значит его сознанием завладел Марс. Если он пытается разумно продумать, что и как нужно делать, тут уже включается Афина. Кстати, если вы помните Одиссею, и не помню у кого еще там из великих героев, сопровождала именно Афина. Она тоже чего-то хотела, однако она хотела этого спокойно, взвешенно, мудро, разумно, скажем так. Поэтому красный плащ — это символика страстного желания. Белая тога — это чистота намерений. Почему белая повязка на голове? Потому как белый цвет — это цвет чистоты, чистых намерений. Ну, Уэйд считал, что как бы маг, он должен не только думать о себе, но и понимать, чисты ли его помыслы, чисты ли эти божественные идеи, и действительно ли они божественные, действительно ли они идут свыше через него. Вот. Маг материализует мысли. Ну, скажем так, он обдумывает, осознает и начинает их осуществлять, материализовывать. Это не весь процесс, это, скажем так, процесс перехода мысли от, собственно, идеи к делу, к планированию, да, то есть, собственно, начало действия стоит в разумном осмыслении и планировании этого действия. Поэтому белая повязка — это чистота намерений, как и белая тога. Золотой фон. Как правило, Уэйд, если рисовал золотой фон, то считал, что это благородные помыслы. Белый чистые, да, а золотой фон, он как бы богатые благородные помыслы. Собственно, лемниската — символ бесконечного совершенствования и переходов из одного состояния в другое. Да? То есть это в начале каждой трети зодиака присутствует лемниската, как символ того, что ты все сделал, что мог в этой трети зодиака, ты можешь переходить в следующее, развиваться дальше. Совершенствоваться дальше и дальше и дальше, на следующий уровень. Это как бы переход на следующий уровень. Лемниската, она же и в виде змеи, кусающей себя за хвост, и в виде восьмерки.
Собственно, палочка, да, волшебная палочка, это не жезл. Жезл лежит, вот если вы видите внизу, да, на... Так, у нас... Можем ли мы как-то... Нет, не можем. Ну ладно. Палочка — это его, скажем так, дарование, его умение, тот инструмент, которым он работает со стихиями, объединяет все эти стихии воедино. Вот, жезл-то он отдельно лежит, да, вместе со всеми стихиями. Это скорее палочка волшебная. Собственно, масти этой карты, как я уже раньше сказал, символ работы со стихиями. Стол — это символ материального мира. Квадратный, либо просто квадрат, символика квадрата всегда в алхимии была символикой материального мира. Символика треугольника — это духовный мир, да, там Святая Троица и прочее, прочее. Добавление чего-то еще одного, да, переводит воздушную божественную идею в материальный мир. Да? То есть, если мы добавляем к Божественной Троице еще и человека, то получается материальный мир. Ну, опять же, это очень грубо и обобщенно. Цветы — символ, собственно, вот этих стремлений и будущих итогов. То есть, если есть цветы, значит, будут впоследствии и плоды. То есть, мы с вами видим, вот та самая поговорка, что это только цветочки, да, мол, ягодки, собственно, плоды ваших идей, начало вашего действия будут впоследствии позже. Вот, опять же, карта маг — это самая первая карта, да, не считая шута нулевого, поэтому это самое начало пути. Давайте пройдемся по мифологии. Очень интересная символика. Я вам уже упоминал об Афине, да. Афина в древнегреческой мифологии, собственно, если мы сравним Афину и мага, мы с вами увидим очень много похожего. Цветовая гамма в символике. Да? Красный цвет — это цвет не только Марса, но и Афины. Это раз. Второе. Щит и копье, да, которые часто приписывают только Марсу. Где-то там было в комментариях, где-то было, что ну как же так, да, щит и копье — это символика Марса. Не только Марса. Щитом и копьем орудовали в древности, ну, много кто, много героев, да. В частности, Афина, ее символика и змея. Кстати, мы с вами видим змею, да, и на маге, и в атрибутах Афины она присутствовала явно. Мудрость в виде совы, я думаю, что вам видно, да. Вот она, сова там из-за плеча выглядывает. Копье, как символика сконцентрированного желания. Вообще сама символика копья, в отличие от символики меча. Меч — это режущая кромка, это что-то растянутое по линии, да, это режущая такая линия широкая. Вот, а копье — это сконцентрированная колющая точка в одно. Собственно, и сам Марс воплощает в себе идею этого самого копья, да, то есть вот тут кружок с стрелочкой — это некое желание, сконцентрированное во что-то одно, нацеленное, целеустремленное. Вот у Афины та же песня. Просто у Афины это целеустремление, оно более мудрое, скажем так, по-женски мудрое, осмотрительное, вдумчивое. Вот. А Марс, он по-мужски так, будь что будем, пьем на всей, да, хочу и все тут. Дальше, по поводу змей. На одежде у Афины присутствует еще и голова медузы Горгоны в виде, скажем, такого, в виде доспеха. Да? То есть, если мы с вами правильно помним мифы, то Персей, или кто там голову рубил Горгоне, отдал по итогу эту самую голову Афине. И Афина прицепила ее себе на доспех именно для того, чтобы устрашать своих врагов. И символика змеи как символика мудрости. В древности люди считали змей мудрыми, а не просто опасными. Все это присутствует у нас и у мага. Собственно, Афина — это в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны. Афина рождена из головы Зевса, то есть она мысль Зевса, осуществляемая в действии. То есть, в принципе, мы с вами видим то же самое, что мы видим в магии. Взята некая идея, и она осуществляется в действии на материальном уровне. Она
помогает гончарам, ткачихам, рукодельницам, строителю корабля, аргонавтов, вообще рабочему люду. То есть она за созидание материального чего-то, да. С именем Афины связывали военное мастерство и домашнее ремесла, то есть и там, а не только воинская ярость, как у Марса, да, воинское желание, как у Марса. Ну, то есть это те виды деятельности, которые требуют тщательного планирования и четкого исполнения задуманного. Иначе говоря, она является воплощением целенаправленности, целеустремленности. Вот вам маг. Маг — это и есть целенаправленность, целеустремленность. Поэтому все-таки ближе эта карта к Афине, нежели к Марсу, и тем более, нежели к Меркурию, который воплощает собой просто передачу идей. Марс — это работа с информацией, это передача этих самых идей. Марс, он посланник богов. Он не делает за людей ничего, он просто передает им свою волю. А вот Афина, она воплощает умение человека взять эту идею, обдумать ее, спланировать и что-то мастерски руками сделать. Собственно, что маг и делает. Он на материальном уровне что-то создает, что-то творит. Это творец. Вот такие дела пироги. Если мы берем символику наших мифов славянских, да, у нас там был Иван Дурак в предыдущей карте. Если кому-то интересно, можете на канале глянуть, есть разбор карты. Тут скорее Иван Царевич. Почему Иван Царевич? Потому что в отличие от Ивана Дурака, которому все доставалось просто и без усилий, по наитию, просто потому что он новичок, да, то маг — это уже Иван Царевич. То есть у него есть какое-то прошлое, у него есть некие данные, скажем так. Для достижения своей цели он должен преодолеть много преград, показав свою силу, ум и умение. То есть он не дурак, у него уже есть сила, ум и умение. Очень часто в сказках Иван Дурак превращался потом в Ивана Царевича, научившись чему-то. А у нас тут Иван Царевич в начале некоторой сказки, он сразу же имеет все это дело. Царевичем он становится не только по факту рождения, о котором даже и не догадывается порой, да, то есть потом внезапно он узнает, что он-то оказывается царевич, да, но и по заслугам, то есть по уму. Он чаще всего, как и Иван Дурак, является младшим из братьев только царских кровей. И вот что интересно, да, если мы берем Ивана Царевича, можно сказать, что ну как же, вот у него же самая известная сказка — это Иван Царевич и Серый Волк. Это же карта сила, да, там присутствует лев, и мы укращаем льва, укращаем свою собственную силу. Это символика своих умений, но в частности, умения, они идут позже, именно в той карте сила. А вот сам Иван Царевич, он присутствует в карте маг. Волк Ивана Царевича, он будет присутствовать в карте сила. То есть карта сила больше про волка, да, про льва, нежели про царевича. А вот маг — это больше именно про этого самого царевича. Можно сказать, что это сила, что это воин. Можно сказать, что это, скажем так, один из богатырей, да. Но я тут должен сказать, что если мы уж берем богатырей, русских былинных, то это скорее третий из богатырей. Это, как там его? Алёша Попович, да, вот он славился своим умом, своей хитростью, смекалкой и своим планированием. Если Добрыня был таком, ну, скажем так, это сила доброты, это сила любви. Если Илья Муромец — это воплощенная сила сама по себе, добродетельная сила такая, да, вот, то Алёша Попович — это именно сила мудрости. Сила разумения, сила умения взять некую идею и воплотить в реально действующий план. Поэтому, скажем так, маг у нас, если и воин, то скорее это такой воин разумный, воин разума. Если мы берем современную мифологию, да, голливудскую, там тоже есть очень много хороших и интересных образов. К примеру, Люк Скайуокер из «Звездных войн», да, тот же самый Нео из «Матрицы», да, Киану Ривз, великолепный, молодец. Почему Люк Скайуокер? Ну, все просто. Он сын
того самого Дарта Вейдера, он одарен изначально некой силой, да, которую он должен развернуть в себе, научиться ей пользоваться, но изначально она в нем есть, она как бы вот заложена в него свыше, в его гены. Да? Ну и, собственно, он учится чему-то, он проходит обучение, он растет над собой, он учится воплощать эту силу, которая есть везде, в каких-то своих конкретных действиях. Ну и волшебная палочка тоже там есть у него, да? Световой меч. История с Нео, она такая более образная, но Нео — это тот самый избранный, который понимает, что у него есть некая сила, которая дана только ему свыше как-то, ну, чем-то, да? Так до конца и не ясно, почему именно он избранный, как он должен поверить в свои собственные силы и воплотить свои желания, да, а в фильме уделено большое внимание тому, как человек умеет воплощать свои желания в, ну, условно, реальном мире, да, вот в мире этой самой матрицы, это как бы реальность такая, и ты своим желанием, своей волей, ты можешь там что-то менять, там ложки гнуть, летать и как угодно работать. Вот, собственно, что Мак и делает. Он мудро подходит к тому, что за силы он имеет, и учится их воплощать в материальном мире. Собственно, вот у нас все по мифологии. Я думаю, что вы будете согласны со мной, что это ближе к Афине, к разумному, мудрому действию, а не просто к передаче неких идей, как у Меркурия, как у Гермеса. Поэтому, ну, скажем так, тут скорее именно про волю. Поэтому ближе к Марсу, ближе к Афине. Собственно, давайте возьмем реальное значение карт. Так, что у нас там? Ага, вопросики. Есть мнение, что Меркурий двуполый, поэтому Уэйт и отнес мага к Меркурию, как отражение женского и мужского одновременно. Ну, вопрос, почему маг и мужской, и женский одновременно, это раз. Я бы не сказал, что тут что-то прям указывает на то, что это и мужчина, и женщина. Должен вам сказать, что к вопросам двуполости, да, даже продвинутые масоны того времени относились очень аккуратно и осторожно. Того, что все-таки это поствикторианские времена, Англия, такие чопорные товарищи, поэтому, ну, если он и закладывал какие-то идеи в этом, то, ну, наверное, так очень осторожно все-таки. Хотя, должен сказать, что в Золотую Зарю брали женщин наравне с мужчинами, да, это был такой, для того времени это был очень продвинутый орден, вот, они шли впереди планеты всей, можно сказать, были на острие атаки. То, что Меркурий, в принципе, двуполый, да, может быть, есть такое дело, но это лишний повод отнести все-таки Меркурия к близнецам, где он и живет. Да? То есть близнецы и Меркурий — это синонимы, так скажем. А там у нас вам на будущее еще завязочка карты Иерофант и влюбленные. Вот там от близнецов и от двуполости навалом. Там, собственно, работа с полами, работа с идеями, да. Ученики у Иерофанта, там пол понять в самом деле, ну, конечно, можно понять, что это мужчины, но они одинаковые, да, то есть там речь идет именно о том, что одинаковость и даже по полу это ближе тема близнецов, об этом попозже. Ну, интересная идея, но я сомневаюсь. Я бы не стал так думать. Позиция и негатив. Маг, скорее, смотрите, Афина тоже воплощение своего рода двуполости. От того, что явно женская символика, да, это все-таки Афродита. Явно мужская — это Марс, да, Марс, он по-мужски, что хочу, то беру, да. Афродита, она склонна как-то приспосабливаться, да, Венера, то есть она такая вот вся мягкая, гибкая и податливая. Марс, он твердый, жесткий, как копье. А вот Афина, она с одной стороны женская богиня, мудрая, аккуратная и осторожная, приспосабливающаяся к меняющимся условиям битвы, за счет этого и мудрость в битве, да, но тем не менее острая и жесткая, как острие копья. Женщина, если что-то захочет, она тоже может быть очень настойчивой. Вот.
Вот такие дела. Поэтому тут, скажем так, Афину тоже можно назвать такой двуполой богиней, как бы, ничуть не меньше, чем двуполый бог Меркурий. Просто там чуть-чуть другая тематика в Меркурии. Хорошо, если мы берем значения практические, позитив и негатив. Давайте рассмотрим, что происходит, когда у нас карты выпадают в раскладе. Так, как бы так, чтобы не перекрыть буковки. Ну, я думаю, что видно будет. Ну, давайте так, если вам нужны будут прям вот так, чтобы четко было видно, да, вы можете поставить на паузу, все внимательно прочитать, все внимательно переписать там себе с паузы. А я просто буду говорить об этих значениях. Разделил на две: позитив и негатив. Что значит, какие значения для карты бывают позитивными и какие негативными. Воля. Мы много с вами говорили о воле, да, это в самом деле воплощение воли человека, его желания. Вот что значит воля? Это значит, что человек что-то хочет и пытается добиться, да, он воплощает свое желание в неком волевом усилии. И он концентрируется на этом самом желании, поэтому это воля, это концентрация на каком-то определенном одном желании, да, вот он указывает пальцем, допустим, вот это острие копья, не режущая кромка меча, топора, а острие копья. Одно четко выраженное, сконцентрированное желание. Сюда хочу, да? Ну вот. С другой стороны, если человек фокусируется только на одном своем желании, это очень часто перерастает в маниакальность, да, то есть человек упрямо, как Марс, как Овен, и мы знаем, что Овны очень часто бывают упрямыми товарищами, да, вот он отрицает, убирает все, что его не интересует, и идет на пролом маниакально только в одну сторону. Поэтому это и неконтролируемое желание тоже. Иногда вам чего-то хочется, идея вами овладевает, и вы свои желания просто не контролируете. Это перевернутое значение карты. Теперь к прямым значениям. Опять же, решимость и готовность действовать. Да? То есть человек осознал свою мысль, и он понимает, что ага, значит, вот хочется сюда. Я хочу это делать, я решительно по-марсиански, по Марсу действую. Готовность действовать и, собственно, решимость к этим действиям. С другой стороны, в негативе, опять же, идет, ну, скажем так, неугомонность этого человека. Решимость в перевернутом значении, в преувеличенном, превращается в неугомонность. Этот человек становится маниакально подвержен только одной идее и перестает отдыхать, перестает отдавать себе отчет в том, что он как бы сконцентрирован только на одном. Из хороших значений, опять же, это планирование. Вот. Из плохих, если ты все пытаешься спланировать, прям ты все свои действия, даже интуитивные, пытаешься спланировать, у тебя выходит чрезмерная рационализация. Это уже перевернутое значение карты, да, то есть есть ощущение того, что если ты все пытаешься придать разуму, все пытаешься рассматривать каждую свою идею, препарируешь и пытаешься поставить ее в свою цель, тут ты как бы уходишь в детали, в нюансы. Лидерство. Это черта Марса, он чего-то хочет, он заражает других людей своим желанием. Просто не потому, что он управляет людьми. Маг не управляет. Маг просто осуществляет свою идею, свое желание. Косвенно люди, находящиеся рядом, ослепнув от блеска этой идеи, ослепнув от маниакальности желания этого самого мага, могут последовать за ним. Поэтому, ну, скажем так, если человеку это понравится, он может подчинять других людей своей воле просто потому, что это ему нравится. Да? Поэтому по перевернутому значению карты тут и желание подчинить других людей только своим идеям. Да? Отрицание того, что чья-то идея может быть ничуть не менее хороша, чем твоя личная. Вот. Осознанное желание, ну, это если вы понимаете, осознанно чувствуете, что вы что-то хотите и пытаетесь разобраться в этой идее. С другой стороны, это может быть бесчувственность, когда вы сконцентрированы только на своих желаниях, вы не чувствуете желаний других людей, можете ощущаться людьми,
как вот такой бесчувственный, жесткий человек, да. Очень часто овнов, к примеру, считают, ну, не то чтобы злыми, но такими эгоистичными от того, что они сконцентрированы только на своих идеях. Ну, часто такое есть, тут что ж поделать. С другой стороны, это карта действия, это карта активности, в перевернутом значении. Это карта безудержной, неконтролируемой активности. Опять же, это и разумный подход к делу, потому как маг, он все-таки умный. Элемент Меркурия и работы со знаниями, с идеями в нем, конечно, присутствует. Я не говорю, что маг это только Марс или только Афина и все, да. В каждой карте очень много вот разных богов. Там есть и мудрость Афины, и желание Марса осуществить что-то, свое воля, да, этого самого Марса. И умение работать с информацией по Меркурию. Процесс передачи этой же инфы, то есть отголосок Меркурия тут тоже присутствует. Отсюда и ловкость, и хитроумие. Маг должен быть хитроумным и ловким. Но, с другой стороны, негативные черты Марса — это жестокость. И негативные черты, к примеру, Меркурия — это, ну, скажем так, если мы берем скандинавский вариант, да, больше всего перевернутый маг похож на Локи, да, на бога-мошенника, на бога-обманщика, жулика такого, да, который все делает ради того, чтобы испытать для себя кайф от обмана, да, то есть такой трикстер. Поэтому, ну, маг, с одной стороны, это маг, это волшебник. С другой стороны, и перевернутый маг — это тот же самый фокусник, который нас обманывает, заставляя верить в эти высшие идеи, в магию некую, да, а по сути просто занимается ловкостью рук, да, обманывает нас. Вот и позитивные, и негативные значения этой карты. Маг — это Брюс всемогущий. Это скорее Брюс, который осознает, что у него есть много желания, и он может что-то делать. Он пока не овладел полностью своими силами, он пока только-только понял, что он, оказывается, может любую свою идею воплотить так, как ему хочется, что у него для этого есть весь инструментарий. Все 4 стихии есть, поэтому он может брать любую из стихий и делать с ней что угодно. Зачем усложнять и работать с перевернутыми значениями? На начальных этапах людям интересно работать с перевернутыми значениями. Особенно это хорошо для тех, кто не чувствует коверента, не чувствует того, с кем он работает, да, не совсем понимает, хороша эта карта для коверента или нет. Поэтому перевернутость карты очень часто может значить, ну, опять же, если человек работает в системе перевернутых карт, то перевернутые карты, они помогают тарологу понять, хорошо это для клиента, либо плохо. Это хороший маг, либо плохой маг. Да? Будет он помогать человеку, либо будет он, наоборот, как Локи, мешать. Да? Я-то, в принципе, работаю только с прямыми уже теперь, да, я чувствую, я прекрасно понимаю, что в этом маге есть и жестокость, и мошенничество, и бесчувственность, но с другой стороны есть и решительность, и лидерство, и планирование, и решимость, и готовность жертвовать, действовать, да, то есть, ну вот все это в нем есть. И неважно, карта прямая либо перевернутая, вот, оно все там есть. Просто в какие-то в моменты, если человек слишком сильно жмет этого мага, да, то маг начинает ломаться, портиться и становиться негативным, да. Из человека вылазят вот его негативные значения этого самого мага. Ну, мне, в принципе, хватает и прямых карт, но для начала было бы, конечно, проще работать с перевернутыми картами. Если вам кажется, что это сложнее, для начинающих это проще, наоборот. Это снятие с себя ответственности. Ага, карта в перевернутом значении, значит, ну, вам будет не очень, да? Вот. Ну, это если по-простому. Прямые и перевернутые — личное дело каждому, кому как сложно или легко. Всегда считал, что с прямыми только работать сложнее. Ну, вот как кому, по-разному бывает.
Маг поддерживает рыцаря мечей или короля жезлов. Кого угодно. Маг это старший аркан, он может поддерживать кого угодно, как и мешать кому угодно. Маг это карта разума. Мешать он может скорее интуитивным картам, да, то есть если уж так разделять. Рыцаря меча и короля он скорее помогает. Потому как и рыцарь мечей, и король мечей, они такие разумные товарищи. А король жезлов, ну, опять же, карта активная, но вот там я бы больше ставил все-таки еще и на интуицию. Ну, опять же, это личное дело каждого, каждый сам по своим ощущениям от расклада зависит, еще зависит от вопроса, от темы, от того, что происходит, от того, какие карты там есть еще, от рисунка самого расклада и прочее, прочее. Так сказать, что маг всегда поддерживает рыцарь мечей, да по-разному может быть, как угодно может быть. Окей, хорошо, давайте возьмем тему отношений. По отношениям, если, например, делаем мы расклад на мужчину и женщину, да, что там происходит в отношениях, и выпадает эта карта. Что она может значить в прямом и в перевернутом значении? Опять же, вот можете ставить на паузу, читать более крупный текст, да, ну а я буду потихонечку вам все это дело объяснять. Очарование. Очаровывает маг, как правило, своей идеей, да, то есть это мужчина, либо женщина, неважно, очаровательная, целеустремленная и, в принципе, уверенная в себе личность, особа. Ну, давайте остановимся на слове особа, да, либо личность. От того, что маг это и есть воплощение желаний человека. Если выпадает карта маг, то это значит, что, скорее всего, человек понимает свое желание и пытается его как-то воплотить. Он показывает свою симпатию явно. Есть некая идея, ему что-то хочется, и он показывает в материальном мире какими-то реальными действиями, либо хотя бы он показывает свое желание, он планирует, он объявляет о том, что он собирается сделать, о своей цели. Это мужчина, который уверенно себя ведет и показывает женщине свою симпатию. Это женщина, которая своими женскими действиями дает мужчине понять, что он ей симпатичен, да, флиртует, так скажем. Флирт — это всегда легкий намек на то, что в принципе могло бы быть. Вот. Но если маг очень ярко выражен в раскладе, чаще всего это значит, что особо личность пытается четко дать человеку знать о своих желаниях, о намерениях, о своих планах. Это человек, который остроумно себя ведет, да, он пытается сделать что-то, он пытается произвести впечатление, поэтому очень часто это бывает с помощью остроумия. Ну, для мужчин чаще всего это очень выигрышный вариант, женщины любят интересных мужчин, с которыми смешно, с которыми весело, так скажем. Если женщина рядом с мужчиной смеется, то вполне вероятно, что как бы он ей нравится. Вот. Со скучными мужчинами не так интересно, я думаю, что не мне об этом вам рассказывать. Убедительность слов. Маги, они хорошо работают со словами, они хорошо работают с идеями. Они уже много раз прокрутили эту идею в голове, сформулировали мысль, да, и выдают эту мысль, которая должна сработать. Эта мысль должна быть убедительно подана. Так как маг планирует свои будущие действия и даже, может быть, уже начал что-то, да, это первое знакомство, это общение с целью произвести впечатление, чтобы в дальнейшем что-то сделать. Маг может давать обещания по поводу будущего, да, что, опять же, чтобы произвести впечатление. Не факт, что он выполнит эти обещания, однако, ну, по крайней мере, в момент, когда он их произносит, он сам в это вполне вероятно, что верит, если маг прямой. Инициативность. Это мужчина, который начинает себя вести, начинает показывать, что у него есть интерес. Опять же, может быть, это женщина, которая ведет себя смело, как Афина, как такая боевая Афина, да, то есть женщины, они не просто сидят и ждут, ну, когда же будет там мой принц на белом коне, да, они сами ходят и ищут, где этот принц, а ну-ка иди сюда, да. Это такая, скажем так, активная женщина, которая в последнее время очень многим нравится. Это модно сейчас. Я бы не сказал, что это намек на феминизм, скорее намек на то, что каждая женщина может себя вести и по-женски тоже активно. Чаще всего эта карта выпадает на человека, который пытается положить начало отношениям со стороны мага, собственно, да.
то есть является инициатором действий. Ну и само собой, если там есть вопрос, что он думает обо мне, собирается ли он что-то делать, маг чаще всего говорит о том, что да, этот человек собирается что-то делать, скорее всего, он даже как-то продумывает какие-то действия, он что-то планирует, то есть это осознанные некие действия, а не просто там ему что-то хочется, и он вот внезапно что-то ему в башку стрельнуло. Нет, скорее всего, то, что он делает, скорее всего, это спланировано, задумано, осознанно, целенаправленно. То есть, что значит целенаправленно? Значит, что есть некая цель, к которой человек идет осознанно. В перевернутом значении эта карта может значить, как я уже и говорил раньше, манипуляции, да, навязчивость, грубость. То есть человек проявляет свое желание, вам это желание не интересно, маг будет перевернутым, да, то есть, ну вот явно понятно, что он хочет, но мне это вообще, ну, мало волнует, да, а он вот все своей палочкой тычет, да, ну, поехали в номера, что-то такое. Причем он не понимает, где нужно остановиться, где это его идея уже мозолит другим людям глаза, да, он все равно машет этой палочкой, да, я вот я смотри весь какой, да. Вот, это обман, в том числе и самообман. Очень часто человек, поддаваясь своей идее, да, он как бы идет на поводу у этой же самой своей идеи. Это спланированная ситуация. Маг, товарищ, все-таки планирующий, разумный. Он планирует какие-то действия, но эти действия вам могут и не нравиться. Поэтому перевернутый маг может значить, что ситуация вам не нравится, но эта ситуация спланирована этим самым товарищем, этим самым магом. Вы оказались в этой ситуации вместе с ним именно потому, что он вас в эту ситуацию привел заранее, осознанно. Ему хорошо, вам не очень, да? Отрицание интуиции и неверный расчет. Ну, с неверным расчетом понятно, да, человек может и ошибаться в своих расчетах. Не факт, что маг, если что-то продумал, оно будет именно так. Мало ли, что он там себе спланировал. У него, может, и не получилось. Может, у него там волшебная палочка кончилась, да, и все на этом. Поэтому мало ли, что вы там с ним оказались в какой-то ситуации, но перевернутый маг, скорее всего, скажет, что он, может быть, рассчитывал, что вы будете согласны и рады, да, а он как-то вот в этом просчитался, да, а вам оказалось это не очень, да. Но если маг продолжает упорствовать, если человек проявляет свое желание дальше, он отрицает тот внутренний голос, который ему говорит, что расчеты может быть интересные и верные, но ты же понимаешь, что все рассчитать человек не может. Очень часто маги это отрицают. Восприимчивость к убеждению со стороны. Перевернутый маг может очень часто говорить о том, что он воздействует на вас вот своим очарованием, своей уверенностью, остроумием своим, с целью достичь своих желаний, да, своих желаний, а вы ведетесь, вы смотрите как завороженная на эти жесты фокусника, не замечая, что у вас в это время с руки снимают часы, образно выражаясь. Вот. Ну и, собственно, какие-то осознанные негативные действия, да, то есть если, допустим, развод, измена иногда выпадает на измену, если вот там маг перевернутый, то, скорее всего, что измена была спланированная. Это не так, что случайно мы приехали в сауну, да, а там вот внезапно так вот вышло, что мы этого не планировали. Если маг перевернутый, скорее всего, что планировали, что ехали в сауну с расчетом на то, что вот было бы здорово, чтобы там что-нибудь было такое интересное. Ну и иногда маг может значить скрываемые от вас планы, причем скрываемые осознанно, спланированно. То есть если вам что-то не сказали, и вы спрашиваете, ну ты же знала об этом, да? Если маг перевернутый, то чаще всего до вас просто не донесли нужную вам идею, скрыли от вас часть информации, сделали это запланированно, специально, осознанно. Еще раз напомню, маг — это карта осознанности, осознанной воли, осознанного желания человека, которое он пытается начать воплощать, либо воплощают уже. Это текущее действие. Это не законченное еще действие. Это текущее действие. Вот. Если мы карту переворачиваем, эта осознанность, она никуда не исчезает. Маг как был магом, так он магом и остается. Просто эта осознанность работает теперь против вас. Она губит вашу интуицию, она не дает человеку чувствовать, она дает человеку только думать, только осознавать то, что происходит. Вот. По работе и по социуму, опять же, если по работе мы берем, да, что у нас там по вопросикам, кто-то трактует мага как хорошего любовника, так он болтун и хвостун или нет?
Смотрите, хороший любовник, он, если он заранее спланировал все, да, то есть если вы заходите в квартиру к магу, да, он вас туда приводит, и вы видите горящие свечи, охлажденную бутылку шампанского, лепестки роз, разбросанные по кровати. Это явно он спланировал это все, эти действия, это явно осознанные действия. Говорит ли это о нем как о хорошем любовнике? Хороший любовник всегда должен думать. Хороший любовник — это умный любовник. Маг, несомненно, умный, несомненно, волевой. Вам же не нравятся мужчины-тряпки, да? Вот маг, он такой собранный, сконцентрированный, направленный на свою цель. Любовник всегда хочет достичь чего-то. Хороший любовник должен хотеть сделать, ну, так скажем, своей любовнице приятное. Вот, у него должна быть некая цель. Если у него нет цели, ну, может, займемся там любовью, да? Ну, может, займемся, давай. Ну, вот это плохой любовник, это не маг. Вот маг, он всегда направлен, он сконцентрирован. Это стрелочка Марса в какую-то сторону. Ну вот, Марс, в принципе, хороший любовник. Но совсем-совсем Марс, он такой, он только себе хочет. А вот Афина, она хочет и себе, и противоположной стороне. Она разумная, умная. Давайте по работе. Работа и социум. Это, конечно, энергичный, умный специалист. Это энтузиаст своего дела. У него рождаются некие идеи. Он воплощает это в своей работе. Это расчетливый человек, который осознанно относится к своей работе. Он понимает, что для того, чтобы сделать работу правильно, нужно прикинуть, рассчитать, чем это кончится, как это самое. Это начальник-лидер. Почему начальник-лидер? Потому что он не заставляет вас делать свою работу. Он своей работой, своим волевым усилием, да, он показывает, чего он хочет, он показывает, к чему он идет. Это начальник, за которым люди идут. Правильный Овен, он не управляет работой других людей. Он сам делает так, что все смотрят и думают, как круто он делает, я тоже так хочу делать. Вот лидер — это человек, который сам сделал, всем показал, что это круто, либо всем продемонстрировал свое желание, и все идут за ним от того, что человек правильно добивается своих целей, ставит себе цели и добивается их разумно, осознанно, правильно. Поэтому он может быть лидером, поэтому он может давать другим людям указания от того, что он сам хорошо знает, в какую сторону он идет. По работе. Это человек, который планирует действия, это конкурентоспособный работник, человек, который может показать всю свою идейность, так скажем, показать всю свою силу осознанно, сделать это так, чтобы все другие видели, что он не просто так у него случайно что-то вышло, а вот что он захотел что-то сделать, спланировал, сделал, получил итог. Он может представлять конкуренцию для всех других. Опять же, Марс — это желание себе, это быть первым, да? Вот, поэтому конкурентоспособность — это черта мага врожденная, так скажем, по Овну, по Марсу, так уже если брать. Я не говорю, что маг — это только Марс, я говорю, что в этом маге очень много от Марса, от Афины и немножко от Гермеса, Меркурия. Находчивость. Ну, разум, ум, умение выловить где-то идею и понять, как можно эту идею воплотить в реальном мире. Смастерить что-нибудь из говна и палок, да, вот есть такое выражение. То есть он берет те стихии, которые есть сейчас у него, и делает из этого что-то такое, что ему пришло в голову. Убедительность при переговорах. То есть он может, скажем так, грамотно подать идею человеку, которого нужно убедить в чем-то. Это не манипуляция такая уже четко продуманная, как в «Дьяволе», допустим, да, но скорее умение зажечь своей идеей, да. Вот такие люди, как маги, очень хороши на стартапах. Когда нужно потенциальных спонсоров убеждать в том, что у нас есть шикарная идея, мы знаем, как это сделать, у нас вот не хватает только пентаклей. Дайте нам денег, а вот желания, идей и воли у нас навалом, да? Дайте нам еще в четвертую стихию еще и денег. По минусам, по работе и по социуму. Это чрезмерная инициативность, да, когда маг слишком хочет вот то, что хочет он, забывает о том, что есть другие люди со своими желаниями. Это человек, который может взять и воплощать чужую идею, это воровство идеи, взять откуда-то там идею и потихонечку выдать ее за свою. Опять же, мошенничество.
где вы играете скорее в фокусника, а не в реального мага, да, где вы просто берете то, что у вас есть, и пытаетесь выдать это за какую-то более высшую, более правильную идею. Это начальник-самодур, который идет не туда, куда нужно всему коллективу, да, а туда, куда хочется ему, и все вынуждены идти за ним от того, что вот ему опять там в голову что-то стрельнуло, очередная новая идея, сегодня скачем вперед, завтра скачем назад, потом опять вперед. И почему вперед-назад? От того, что маги перевернутые, они такие гиперактивные. В какие-то моменты это хорошо, но плохо, если это все время. Если он не замолкающий фонтан такой, да, вот там уже бывает сложнее. Неверный расчет. Это человек, который любит все обдумывать, любит все планировать и придает этому слишком большое значение. Планирование хорошо на начальном этапе и для контроля. Но если ты каждый свой шаг пытаешься спланировать, ты тратишь очень много времени, и у тебя этот маг затормаживается, становится медленным, реагирующим очень медленно. Маги еще очень могут быть самоуверенными от того, что вот это чувство, когда ты ловишь некие идеи и воплощаешь их в жизнь, очень часто человека ставит как бы в такое положение, что люди это видят, люди это озвучивают, он это осознает, он понимает свою как бы избранность, да, и может поймать звездную болезнь и самоуверенность, да. Вот, люди, у которых все слишком хорошо получается, очень часто в конце концов проигрывают из-за того, что неверно рассчитывают свои собственные силы. Поэтому эти лидеры могут быть и безответственными. Ну и конкуренция. Часто конкуренция бывает продуктивной, чаще всего. Однако, если человек слишком думает о том, что вот для него хорошо, бывает, что конкуренция бывает и негативной. То есть, например, если вы где-то в рекламе там выдали себя номером первым, да, а остальных грубо высмеиваете, то это на вас бросает тень, как на человека, который играет нечестно. В конкуренции важно понимать, что взаимодействие в конкуренции, даже на элементе соревнования, соревноваться лучше по-доброму. Вот. Войны корпорации, они до добра не доводят, поэтому, когда вы берете на работу вот такого мага, если вот при раскладе, брать ли мне человека на работу, если маг выпадает перевернутым, вы должны понимать, что перевернутые маги очень часто понимают только свой юмор, только свои идеи, забывают о том, что вокруг тоже люди и очень часто могут конкурировать нечестно. Вот, по философии, по саморазвитию иногда задают вопросы, не так часто, как хотелось бы, но что поделать. Еще раз ставим на паузу, читаем более внимательно, если вам нужно осмыслить, что есть. Отжимаем с паузы и слушаем меня. По саморазвитию и по мироощущению, в первую очередь, это разумный подход к этому саморазвитию и к мироощущению, да, то есть вы не просто пытаетесь безумно посещать самые разные там школы йоги в вашем городе, вы пытаетесь понять, чем одна школа отличается от другой, проработать и понять, к чему вы идете, выставить себе цель и понять, какая вот из этих самых какой из этих инструментов, какая из этих школ вам подходит больше и почему. Это рационализация своих действий, да, то есть если вы хотите как-то, опять же, заняться йогой, давайте будем брать этот пример, то вы должны понять, какую пользу она вам принесет. Либо вам просто хочется, да, вот что-нибудь, там, заняться йогой от того, что это высокодуховно, либо вы рационализируете, что вы хотите прокачать и физику тела, и очистить разум с помощью медитаций, которые хорошо выходят у йогов, да, допустим. Вот. Умение работать с желаниями, ну, человек берет некую идею выше, ощущает ее как желание и пытается это желание воплотить в чем-то, да. Этому тоже нужно учиться. Если у вас в раскладе по саморазвитию стоит вопрос, что у меня плохо получается, на что мне обратить особое внимание, маг прямой говорит скорее о том, что вам нужно понять, чего же именно вы хотите и как именно вы сможете это сделать, да, то есть если вы в целом хотите йогой заняться, то спланируйте, как вы это будете делать, а не просто так, вот рядом школа, я туда пойду, да.
Ощущение уникальности — это то, что очень помогает в саморазвитии, от того, что в какой-то момент люди начинают понимать, что да, конечно, хорошо, это разделение на 12 знаков зодиака, но правильный астролог, он понимает, что каждый овен уникален, да, каждый там лев уникален, да, каждый человек уникален в принципе, поэтому нужно развиваться не по общим шаблонам, а как раз выходить за рамки этих шаблонов, да, и создавать себя как личность, да, развивать именно себя, а не какой-то такой общий образ йога. Вы не йога развиваете, вы себя в первую очередь развиваете. Опять же, мага мы относим по нашей системе, о которой я говорю очень много в первой лекции, да, если вам интересно, поищите на канале. По нашей системе мы относим к Марсу, а Марс — это эго, да, Марс — это то, что я хочу, это то, что я хочу развить себя, я хочу себя сделать лучше. Вот это умение работать с новыми идеями, опять же, это умение понять, как эти общие идеи, да, именно в вас отражаются, проходит именно через вас. Мы видим не просто идею, которая проходит через мага. На этой карте мы видим мага. Это вы, тот человек, через которого и проходит, и воплощается в этом мире, в ваших действиях некая идея. Поэтому это вы в первую очередь. Поэтому очень важно уметь работать с новыми идеями, которые идут к вам там сверху. Если вы берете, допустим, стандартное учение йоги, да, ну, какое-нибудь условно стандартное, попытайтесь понять, что вы можете нового привнести в эту идею, если вы понимаете ее чуть-чуть по-своему. Подстроить ее чуть-чуть под себя, чтобы сотворить что-то новое. Надо помнить, что маг — это творец, он творит. Это желание действовать и попытка воплотить теорию на практике. Можно очень много читать о том, какие там йоги были крутые, либо можно очень много, долго и подробно изучать, к примеру, карты Таро, но маг, он берет эти идеи и воплощает, да, то есть он берет эти самые карты и эту теорию пытается воплотить в реальном раскладе. Это переход от идей, от мыслей, от желаний через волю к каким-то конкретным действиям. Поэтому в саморазвитии и в мироощущении очень важно еще и понять, чего вы хотите, как вы сможете себя развить и что вы сможете для этого сделать, чтобы ощутить, найти свое правильное место именно в этом мире. Вот, в перевернутом значении разумный подход, он не только помогает, но и мешает очень часто, да, то есть если вы слишком разумно отслеживаете все эти школы йоги, да, очень часто вы можете потерять то, что вам на самом деле нравится, просто решив, что туда ездить слишком далеко, да, слишком много времени тратить, но вот может быть именно там и будет то, что нужно лично вам. То есть это чрезмерная рационализация. Временами нужно учиться в саморазвитии не только думать, но и чувствовать. Интуитивно, спонтанно находить эти самые высшие идеи. Поэтому и спонтанность, она может как мешать, так и помогать. Поэтому я ее включил и в минусы. Эгоистичность — это, скажем так, обратная сторона уникальности человека, да? То есть, если человек себя считает слишком уникальным, слишком не таким, как все, ой, я вот овен, да, я в зодиак не верю, поэтому все это ерунда. Но вот именно овны и ощущают себя чаще всего вот такими вот уникальными людьми, которые не вписываются ни в какую систему, да, поэтому вот очень часто вот это ощущение эгоистичности и избранности, да, что вот я такой уникальный, а все там шаблоны, да, очень часто человека и выбрасывают из хороших идей, из хороших школ, из той же правильной школы Таро, где человеку просто не хочется учиться, а то, что, ну, все так учатся, я так не хочу, я хочу вот так, как я хочу, да, вот это очень часто это человека уводит от чего-то хорошего. Опять же, там и самоуверенность, ну и маги за счет того, что они очень целенаправленные, да, они забывают о том, что нужно делать паузы в словах, да, что нужно делать как-то перерывы в том, что ты изучаешь, чтобы отдохнуть, чтобы осмыслить, чтобы оно уложилось в голове. Поэтому по перевернутому магу очень часто в саморазвитии бывает вот неумение остановиться вовремя, желание изучить все и сразу съесть больше, чем вмещает твой желудок, образно выражаясь, да, прочитать больше книг, чем ты можешь осмыслить, бездумно скакать по сайтам и проглатывать все из
эзотерики в попытке выучить и карты Таро, и руны, и какие-то четкие, и бусины, там какие-то, и что-то еще, да, неумение остановиться и понять, что вот она моя высшая идея, давайте мы попробуем воплотить это в самом деле вот так на практике. Раз ты изучаешь карты Таро, ну давай ты время от времени будешь делать тоже какие-то расклады, а не просто там слушать лекции, да, что там всякие там люди в кепках вещают. Поэтому идти просто к цели, это не только цель важна, важно и само ощущение правильного ритма по движению к этой цели. Ну, гиперактивность по магу. Маги, они стремятся все осознать, они стремятся все осмыслить, ощутить, попробовать на практике. Это тоже может мешать, если человек пытается все осознать с помощью разума. Иногда нужно ощущать больше, особенно в саморазвитии, в какой-нибудь эзотерике, да, очень важно развивать интуицию, а не разум. Вот, очень важно уметь этот разум, наоборот, выключать. Поэтому маг перевернутый — это вот тот разум, который вы никак не можете выключить, те голоса в голове, которые вам мешают сконцентрироваться на мироощущении, так скажем. Ну и из-за этого и бывает недоверие, поиск доказательств того, а правда ли йога там помогает, а правда ли карты Таро работают, а прочее. Гораздо проще по магу взять и воплотить эту идею и попробовать, как она лично у тебя, как у твоего личного Марса она работает, да, именно так, как ты хочешь, она будет работать, чем искать, что а вот мне там сказали, что вот так работает, а там вот так работает, да? То есть поиск каких-то доказательств там, где не нужно их искать. Лучшее доказательство для каждого человека — это взять идею и попробовать ее на себе. Лучше один раз делать самому, чем 10 лекций по картам Таро прослушать. Вот такие дела по философии, скажем так, по саморазвитию. Ну и давайте возьмем на конец лекции совет. Совет от Хайо Бансхофа. Это мой любимый автор, наш современник. Он, к сожалению, уже умер. Я не помню, в 2014 году, либо в 2004 году он умер. Великий, можно сказать, немецкий таролог, написал много интересных книг, хотя много из них такие, скорее, ради денег, но вот, допустим, Таро и Путешествие героя или Путь героя, вот, книга стоящая внимания, именно в понимании старших арканов Таро. И вот у него есть книжечка с такими советами, да, то есть карта совет дня, вот вы можете себе брать ее, и там будет такой текст от Хая Бансхофа, что маг, если вам выпадает, то это совет продемонстрировать инициативу, опять же, дать ход движению, проявить решимость и готовность справиться с проблемами, которые могут вас встретить. То есть, если у вас будут какие-то проблемы, просто спланируйте, сделайте то, что вам нужно, решитесь и справляйтесь с этим делом. То есть вот эта целенаправленность, желание сделать то, что ты хочешь сделать, несмотря на те проблемы, что тебя ждут. Тут мы с вами видим, что Хайо Бансхоф, в принципе, и озвучивает эту карту именно так, как я вам вот уже сколько там, целый час, наверное, вещаю об этом. Даже больше, чем час. Ну что так себе, нормально. Ну хорошо, подробно рассказал. Я думаю, что вам это... Ну, я надеюсь, что вам это будет полезно. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то еще вопросики, то я с удовольствием вам на них отвечу. Вот, время-то у меня, в принципе, сегодня есть. Работы сегодня было немного, поэтому вот мое горло в более или менее нормальном состоянии, я могу что-то рассказать. Спасибо, отличная идея, надо прокачивать мага. Надо, да. Вообще все карты свои надо прокачивать, все свои умения нужно более или менее равномерно развивать. В какие-то моменты надо мага прокачивать, в какие-то моменты высшую жрицу. Вот высшую жрицу мы с вами будем смотреть на следующей лекции. Я так рассчитываю, что это будет на следующей неделе. Там интересный тоже очень образ. Это Весталка, это Пифия, да, из Нео. Опять же, из Матрицы это Василиса Премудрая, да. Это та же самая Афина, да, которая вот уже в Афине, в высшей жрице, там наружу выходит именно вторая черта Афины — мудрость. Вот. Так-то она
боевая такая женщина, так скажем, да, по магу она любит что-то делать, она видит цель и не видит препятствий, да, а вот по высшей жрице она имеет хорошо развитый ум, умеет им работать, имеет мудрость. Вот, еще раз напомню, что, допустим, работа с информацией по Меркурию — это одно. А вот мудрость — это умение делать выводы из этой самой информации. Вот. Можно прочитать много-много книг по Меркурию и пересказывать другим людям, да, но можно по отшельнику понять, что в этих книгах содержится некую идею, убрать лишнее шелуху слов и выдавать чистые идеи, как это любит делать отшельник. Вот. Либо как вот маг хочет некую идею и воплощает ее без лишних слов. Можно сказать, что и Уэйт, и Кроули, и другие — это маг. Каждый человек, который что-то хочет, это уже маг. Просто он может быть магом либо прямым, либо перевернутым. Но, опять же, образно выражаясь, маг может быть как за вас, так и против вас. Маг — это ваше желание, это идея, воплощенная в вашем стремлении что-то сделать. Это вам что-то в голову пришло, что-то захотели, и вы вперед работаете. Дождалась мага. Спасибо, интересно и полезно. Надеюсь, действительно на следующей неделе будет продолжение по арканам. Да, будет. Я уже решил все-таки взяться. Я много обещаю. Я знаю, что я много обещаю, мало делаю. Но тут на самом деле очень много обстоятельств в моей жизни, которые отставляют YouTube на второе место, на третье, на пятое, десятое. Вот. Из современности какие еще личности олицетворяют мага? Целеустремленная. Любой человек, который демонстрирует вам, что у него есть некая цель, и он следует по заветам этой цели, ну, скажем так, любой политик, он маг. Но скорее такой политик, который умеет показать, что он тоже что-то может, да? То есть, что вот если я что-то хочу людям показать, я должен показать, что я умный, что я умею, что я... Ну вот, смотрите, давайте Путина возьмем, да, внезапно. Путин, который садится в самолет и пытается его пилотировать, да, это маг. Путин, который привязывается к дельтаплану и летит впереди стаи журавлей, этих самых, да, стерхов, это тоже маг. Потому что он ими не управляет, он их как бы ведет за собой. Он лидер, который вот ведет за собой. Одно дело, что люди видят в том же самом вашем Путине императора, да, это человек, который создает закон, порядок, правила, пишет, да. С другой стороны, когда Путин включает своего мага, да, он начинает показывать, что он умеет. Он умеет там самолет водить, он умеет с батискафом нырять и то, и то. Я что захочу, то и сделаю. Вот это маг. Он что-то хочет, и он что-то делает в реальности. Он не просто там вещает. Он пытается это сделать. То, что он хочет, ту идею, которая ему нравится, он воплощает в очевидных действиях. Вот. Вот, допустим, так. Да? Я думаю, что... аналогию вы поняли. Опять же, тот же самый Путин вот может быть этим самым императором, где он просто сидит и просто командует. Вот командующий начальник — это император. А начальник, который сам садится за руль, чтобы показать всем, как это надо делать, вот это уже маг. Вот, ученая магия. Ученые, да, могут быть магами, но ученые могут быть и этими самыми отшельниками. И ученые еще могут быть иерофантами. Почему? Потому что иерофант — это человек, который много всего знает и может дать тебе это знание. Это проводник в мир знаний. Ученый, который тебя чему-то учит, делится своими знаниями, это и иерофант. Ученый, который хочет какую-то идею разобрать, понять, как это работает, разобраться в ней, это
Отшельник. Отшельник уходит глубже, глубже, глубже в точку. Он режет пополам, чтобы понять, что внутри. Он убирает лишнее в попытке понять, что же там внутри, собственно, как оно работает, из каких шестеренок оно создано, как работает наш мир. Ученый-маг — это человек, у которого появляется некая идея, и он пытается эту идею ощутить. То есть, например, я не помню, кто там из средневековых ученых Возрождения пытался поймать молнию с помощью змея и проволоки, да? Вот этот человек, у которого есть некая идея, и он пытается опытным путем ее поймать, ощутить, осуществить и идет к этой своей цели. Вот это ученый-маг. Вот. Маг, он всегда практик. Он всегда берет идею и воплощает ее. Он не просто там ученый-теоретик, это ученый-практик. Я думаю, что вы поняли. Будет ли видео про фильмы, в которых ощущаются те или иные карты? Вы как-то говорили об этом в своих видео, когда упоминали фильм «Блуберри». Ну, скажем так, я мог бы сделать... Мне хотелось бы, но опять же времени не так много. Люди ждут именно карт, люди хотят, чтобы более практические значения карт были. Так-то я мог бы взять, допустим, ту же самую «Матрицу», да, это фильм, в котором напиханы просто вот эти символы, да, один за одним идут. Тот же Маг — это Нео, да, тот же Иерофант — это, конечно, этот самый Морфеус, да, он делится знанием о реальном мире с молодым Нео, который только-только вот начал все это понимать, он его учит, как работать с этим миром, да. Колесница — это, к примеру, тот корабль, где было ощущение безопасности и движения к чему-то, да. Масса всего. Экстрасенс-маг, да, вполне, может быть. Но, опять же, маг может быть и кривым, и перевернутым, да. Экстрасенс — это может быть и шарлатан. Маг может быть и шарлатаном, и может быть человеком, который работает с какими-то идеями на высоком уровне и пытается взять некую идею, какую-то энергетическую идею и воплотить ее в практическом смысле. Может быть, да. Да, может быть. Вот такие дела. Так, хорошо. Полтора часика есть. Ну что, если у нас еще будут вопросы, то я могу еще что-нибудь рассказать. Но что-то мне кажется, что уже терпение людей иссякло. Хотя 20 человек на канале, я не думал, что 20 человек будут смотреть то, что я вещаю. Ну, в принципе, хорошо. Вот такие дела, пироги. Хорошо. Значит, давайте договоримся с вами. Вы очень понятно объясняете, спасибо. Ну, как умею, я бы хотел более понятно объяснять. У меня-то в голове все эти карты, они прям, ну, вообще все понятны, да, я их прямо чувствую. Ну, проблема, сложность именно в том, чтобы чувства облечь в некую нормальную, вменяемую форму слов, и передать вот то, что я чувствую, сначала в виде слов, а потом, чтобы вы прочувствовали то же самое. Почему я так много говорю про чувства? А то, что карты Таро — это эмоции человека. Ну, по крайней мере, и Уэйд, я так считаю, что Уэйд так видел карты именно через эмоции. И я сам чувствую эти карты. И когда я работаю с картами, я каждую карту чувствую. Я чувствую ситуацию человека и пытаюсь объяснить человеку, что я чувствую по поводу его ситуации. Вот, поэтому, скажем так, ну, важно чувствовать карты, и важно уметь пытаться хотя бы объяснить не только так, как вам это понятно, но и так, чтобы это было понятно всем. Ну а вот с этим не всегда у меня хорошо выходит, но тем не менее я как-то стараюсь. А вы, Роман Маг? Я не волшебник, я только учусь. Скажем так, каждый из нас учится. Я на протяжении всей своей работы с картами Таро, вот сколько я уже активно работаю, уже, наверное, скоро 11 лет будет. Да, вот, кстати, уже в январе месяце будет 11 лет с тех пор, как я начал активно нырять в эту сферу. До этого времени в институте раньше я интересовался, так скажем, мне было интересно.
Вот. А, собственно, уже работать с картами я начал 11 лет назад, в январе месяце. Я прям как сейчас помню, еще в Беларуси жил, были вот эти каникулы рождественские, и я вот, у меня было много свободного времени, я решил все-таки, дай-ка я попробую, да, интересненько. Вы профессионал своего дела. Ну, я стараюсь. Благодарю. Такого контента по Таро на Ютубе нет. Ждем следующих видео. Я думаю, что на Ютубе хватает интересного контента по Таро. В русском варианте я мало этого встречал. Я бы вам советовал, если вы ищете такой контент, я бы вам советовал в первую очередь Юрия Хана. Очень толковый дядька. Очень его люблю, уважаю. Давно, ну, правда, уже в последнее время не очень слежу за тем, что он там делает. Он больше астролог, наверное, чем таролог, хотя работает именно с картами Таро. Но карты Таро он видит в большей мере через астрологию. Он прям все выводит на астрологию, поэтому как-то, ну, сложновато временами его смотреть. Мне вот карты Таро больше интересны именно с точки зрения мифологии. Ну, я думаю, что это заметно, да. Просто потому, что у меня первое образование филолог, да, я интересовался в свое время очень плотно средними веками скажем так, именно литературой средних веков и мифологией. Очень мне это было интересно, и в картах Таро я вот это увидел. Вот. Открываете Беннет. Вы, наверное, имеете в виду донаты. Ну, как бы, да, но я чуть не очень умею это делать, да, поэтому... Ну, то есть я знаю, как это делается, но вот так прям говорить, донатьте, я чуть не очень умею. Может быть, на следующих видео я там что-нибудь выведу, там, какую-нибудь плашечку, чтобы люди донатили, может, это будет работать, не знаю. Хорошо. Добренько. Ну что, до следующей недели. Всем спасибо за внимание. Спасибо за ваши вопросы. Я сохраню это видео, чуть-чуть начало обрежу, чтобы оно там не было таким скучным в самом начале. Вот. Но в любом случае это видео можно будет смотреть и пересматривать, если вам там что-то нужно будет. Всем спасибо за эфир. Всем пока. Счастливо.